Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Действующая чемпионка России и Европы Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе не общались с прессой по итогам дневной тренировки на Олимпийских играх в Пекине. В пятницу Валиева приняла участие в обеих запланированных тренировках. По их итогам она в соответствии с протоколом прошла со льда в раздевалку через миксд-зону, где находилось порядка 3 десятков журналистов из разных стран. Фигуристка закрыла лицо капюшоном, российские журналисты не беспокоили ее вопросами, однако корреспондент британской Daily Mail Риаталь Самарай бросил Валиевой вслед вопрос, не принимала ли она допинг. Камила не отреагировала на вопрос. Тутберидзе не обязана выходить к журналистам, однако просьбу появиться перед прессой ей передала координатор миксд-зоны, заслуженный тренер России ответила отказом. В Федерации фигурного катания на коньках России отреагировали на вопрос британского журналиста Валиевой о допинге. Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина посетовала на нехватку воспитания у британского журналиста, спросившего у Камилы Валиевой про допинг. Сегодня после второй тренировки произошел инцидент, зарубежный журналист начал довольно агрессивно задавать Камиле вдогонку вопросы о допинге, хотя она не собиралась останавливаться и комментировать. Ясности в этом деле на данный момент нет, вина спортсменки не доказана. Но не все журналисты могут похвастать воспитанием и соблюдением правил приличий, даже в случае, когда речь идет о несовершеннолетнем. «Мы сообщили об инциденте руководству издания», — сообщила Ермолина. Британский журналист Daily Mail Риаталь Самарай объяснил, почему спросил Валиеву о допинге. «Я настоящий журналист, делаю свою работу, задаю реальные вопросы, ее обвинили в допинге», — сказал он. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде. 8 февраля ОК получил информацию, что в допинг-пробе Валиевой, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге, обнаружен триметазидин. Вопрос о дальнейшем участии Валиевой в Олимпийских играх в Пекине рассмотрит выездная панель СЕС. Мы ждем завершения расследования и безгранично и полностью поддерживаем Камилу. И всех призываем, и говорим: Камила, не прячь своего лица, ты, россиянка, гордо ходи и главное, всех побеждай, сказал Песков журналистам в пятницу. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА сообщило о намерении оспорить в спортивном арбитражном суде СЕС решение российского антидопингового агентства РУСАДА о снятии временного отстранения с фигуристки Камилы Валиевой. ВАДА уведомляет о намерении подать в СЕС жалобу в связи со случаем нарушения антидопинговых правил российским фигуристам, говорится в сообщении. В релизе отмечается, что лаборатория передала результат теста 7 февраля. Также в ВАДА заявили, что решение об апелляции подкрепляется неправильным использованием Всемирного антидопингового кодекса при снятии отстранения.